Нет, Pathfinder Kingmaker. В первой части мы получили 2 ключа, победив червивого и встречную. И нам дали уровень. Почти всем. Вот ничего не дали. Давайте начнем с того, что повысимся. Так, Магус. Расширен доступ к заклинаниям. Ага. Здесь особо ничего. Очки. В принципе. Так, безудержный натиск. Нет. У нас уже взята из длинной руки. Плюс броском на попадание. Либо, что можно взять вместо этого? Концентрация нет. Атака в ближнем бою и бонус уклонения при защите. Интересно. Считается ли это для лучника? Здесь в ближнем бою. И там один, наверное, нет. Но оно есть почти у всех. Это опять же в ближнем бою. Ладно, давайте возьмем тогда видимо владение оружием длинную. Заклинание. Так. Змея. Своих не действует. Так, что тут? Массовая бычья сила. Особо не особо полезно. Ну, драконий рот, ладно, допустим, я могу хотеть. Истинное зрение. Допустим, на меня кто-нибудь повесит. Хотя ладно, пусть будет на тот же. Там вот нет. Здесь интеграция есть. Так, 5. Давайте возьмем. Наиболее верно это. Допустим, щит рассвета. Это считать стихии.
Здесь как-то больше стало. Так, бонус устойчивости. Их почему-то больше. Внезапно. Так, безмятежность. Нет. Взрыв Барншем. Нет. Это еще нет визуального послушания. Зависит от сопротивления. Истинное зрение. Так, круг смерти, по-моему, не будет работать нормально. Полок сна. Не очень понятно, зачем действовать на всех, мне не надо. За чудовище 6 не вижу смысла. Стальная лужа. Допустим, возьмем стальную лужу. Так, сильная аудитор. Давайте берем. Да, холодного льда. Да. Сыпь света. Нет. Так, английский аспект. Сюда. Иллюзорная паутина. Нет, видная тюрьма. Нет. Прожарливую яму, наверное. Так, где-то там что-то было. Локация. Трещина. Тут вряд ли что-то хорошее. Рельсы нейтрализуют. Давайте посмотрим, что еще можно. Смена уже выбрана. Ну, тут будет английский аспект, ладно. Так, Валерий. Теперь все просто воин. Снижение урона на 5 и смотрибельность ловкости растет.
черта. Так, стрельба близости тебе точно не нужна. Подвижность в бою нет. Давайте пронзающий удар. У нас есть всякие улучшающие. Всякие снижения урона. У тебя. Да. Вообще ничего на этом уровне нет. Только скиллпоинты. Так, любимая школа магии. Давайте ускоренное заклинание. Так, видение будущего. Так, интуитивный бонус плюс 2. Так, это... Это героическое воззвание. Хорошая вещь. Какие-то странные вещи. Так, сила смерть. Чему она нужно, если не действует на тех, повысится здоровье? Такое ощущение, что надо еще героическое воззвание. Странно, но ладно. Вот у тебя все просто. Вот. Тренировка искусственного владения. И лучше так из-под тяжка. Супер. То, что нужно. И, допустим, религию. Сейчас нет, стоп, а что здесь? Так, будет вслепую плюс. Критическая точность. Так, критическую точность, любой вслепую плюс. Давайте посмотрим на бой вслепую. Так. То есть бой вслепую сохраняет бонус при дистанционной атаке. Я представил, что очень интересно. Странно, что я это не рефлексы взял. Так, давайте. Такие рефлексы. Или
критическую точность. Так, например, искусство владения. Что здесь? Короткий меч. Да. То, что нам нужно. И Харим. Тут все просто жрец. Черта. Религия. Не нужен такой критический удар. Так, душа стали. Критическую точность нет. Давайте возьмем эти с фланга. Что делать пиксельный удар. Это не нужно. Отлично. Так, заклинание. Так, тут можно что-то еще взять. Полирующий луч. Больше ускорения. Так, тут. Давайте пожарим яму. Тут сиропа недостаточно. Стихийный аудитор. Ну, истинное зрение. Так, у тебя... Давайте полярный луч. А это что за значочек? Интересно. Нам своего духа. Тебя нет? Ничего у тебя. Давайте восстановление. И цунами. А нельзя. Наверное, помощь. Отлично. Так, идем в библиотеку. И вот это вот было внезапно. Понял. Что этот уровень мы плохо зачистили. В этом слое. Ладно. Вот сколько у тебя, кстати, брони? У тебя 60 брони. И правда, с ускорением. Так, за размер минус 2. Понял. Так,
Это в целом неплохо. Идем вперед. Так, лучники. Еще какая-то толпа. Так. Бом. Ого, как пробили. Надеюсь, это просто рандом такой. Я знаете, товарищ Хариум, излечите, пожалуйста. Он тоже пытается излечиться. Но в целом мы научились побеждать. Особенно когда решили проблему с параличом. A calculated risk. Как я понял. Сейчас я понимаю, что надо и вот эту комнату обсудить. Шейка многие. Здравствуйте. Давно не виделись. Здесь еще есть какой-то проход. А, ну мы тут были. Так. Давайте так, Робин назад. Один довольно бесполезно бегает. Тут по тылам. Ладно. Потому что надо запускать танка. Еще поговорим. I'm listening. Enemy near. Больно. Solid plan. You are outmatched. В окно подойди, пожалуйста. Не помогло на кнопку, ну ладно. Хорошо, еще рано.
Не сбивающая с толку рано. Give the order. Так, что у тебя здесь? Ага, понял. I am your shield. I've been taught if someone annoys you, you either pray or should polish prepare. your armor. It is why my armor gleams as it does. Тут ничего нет. The path И is давайте поговорим с Шейкой. Многими. Интересно, что он забыл здесь? Они. О, это ты? Занятно. Почему-то мы думали, что ты будешь выше. Меня удивляет, что вы так запросто говорите со мной. Извечные вы ведь равны богам здесь в первом мире. Вот эти же говорили с Вечным много раз. Много-много раз. Мы эти же встречались. Еще нет. Это будет примерно вчера. Или, может быть, месяц назад. Зачем мы здесь? Давным-давно один из Вечных устроил мне оставлять представление. Ты должен знать все это. Проклятие, уничтожь тысячу королевств, принеси чашу, будешь прощена, Нирисса. Чувство меры у всевичьего короля всегда было не очень. Представление вышло затянуто, тем временами заметно. Мы хотим быть поблизости в момент развязки. Тогда занимайте места в первом ряду. Развязка будет увлекательной, и я в ней главный герой. Самоуверенный ребенок. Нам нравится это. Может, расскажете, что собираетесь сделать с первой короной? Сделать с первой короной? Что еще за корона? Погоди. Вот зачем мы встретились с тобой вчера. С твоей помощью я могу провернуть отличную шутку. Ты ведь знаешь, что мы с временем необходимся особых отношений? Мне нужно кое-что позаимствовать у меня. Или вернуть позаимствованное место. Чью-то душу. Что, если она окажется снова в том самом времени, когда была заточена Украина времени? Эльфы не мешаться своего короля. В руках кого угодно. Эта корона была бы просто безделушкой. Ошибка может многое. Поэтому не забудь нам ее отдать. Ты уже не забыл. Отлично. Вот тебе совет. Если хочешь действительно пытаться с Нириссой, удали ее, но не убивай. Да и уйти с ее прощением. Потому что шутку нужно время сделать все гораздо, гораздо занимательнее. Надеюсь, сияющему королю понравится. Мы пройдем. Будем очень рады видеть тебя вчера, когда снова встретимся. Так, ладно. Здесь есть какая-то добыча. Вот, помните? Так, что тут? Ну, довольно-таки стандартные книги. И вот тут секретная библиотека. I am yours to command. Валерий. Так, Don't hesitate. I'm listening. I am почему your Public shield. Space? Вот, на Public Space есть. Я здесь нашел еще немножко добычи. Так, добыча неинтересная. Тут еще сундучок. Магазин длинный лук. Егерь первого мира. Так. Хороший лук. Давайте.
Возьмем так 30. Плюс 30. Вот. Он дает минус 4 к защите, если попадает. И не дает пользоваться ими. И 3 диапазон у тебя расширенный. Хороший лук. Tread lightly. Идем дальше. Валерия. Так, тут вроде это зачистили. Отлично. Give the order to victory. Призрачная стража. Yours. Я-то думал, где здесь маг. Нет, ладно, надо что бежать и стрелять. Let us be careful. Так, дрейн хороший, минус выносливость, минус сила. Focus Хорошо, on the goal. у тебя есть. Лечение. Так. Восстановление есть, да. А, я зря это... Нет. Восстановление надо на тебя. Порядок. I am yours to command. В общем, шейка нам советует отпустить. Нирису. As you order. Ладно. Хорошо. Let us strike as one. I'm looking right all over myself. Outmatched. Victory is inevitable. Get it? Отлично. Так, что у нас по журналу квестов? Ничего. Ключ где-то в доме. Так. Watch each other. Командала.
Валерий, вперед. Так. И мы стреляем по вот этой колдунье. Так, отлично. Что здесь? Лук, шлем, кольцо. Кольцо понятно какое. В целом. Терра все +2. Лук +1. Ничего хорошего. Окей. I'm listening. Валерий идет вперед. И в эту комнату. Don't hesitate. Here. I am your shield. Давайте я немножечко топюсь. Так, годы 8. Понял. Это 3d8. Так, и тебя. Давайте мы проведем энергию разочек. Give the order. I'm listening. Don't hesitate. I am yours to command. Remain vigilant. I am your shield. Everyone counts on me. Переводит I смертельный shall номер. not fail. Give the order. Я не знаю, как до этого нужно было додуматься. Возможно, если бы я спросил... может, я неправильно, кстати, делаю. Возможно, если бы я спросил эту самую подругу Нирисса, что он сказал. Не знаю. Да, но мы все сделали правильно. Here. We will be victorious. Походовый режим. Knock knock, used to lighting enemies В общем, порядок ходов не нравится. Стреляем. Просто стреляем. Так, Эльдерей кончился. Давайте тоже просто постреляем. Рим стоит. Оттавия. Ну, пусть стреляет. Onwards! Вперед. Мой танк. И, наверное, там можно было не одним персонажем, всеми пойти. Просто выбрать вот эту вот сумму.
Наверное, это решает. Да. Be easier if you not fight back. A В этого solid голема plan. на кнопку 100. Просто, кстати, не показывает. Ладно. This will hurt. Так, Харим, я думаю, тоже постоит. This is for you! Stay behind me! Какой хороший радиус у Октавии. Come here, Bax. Not that statue. Yeah. Forwards! На кнопку чуть-чуть не хватило. В принципе, можно в режим реального времени переходить. Бедный Харим. Что ж тебя так бьют? Ну, потому что у тебя брони мало. Довольно очевидно. Что здесь? Наплечик. И плечо. Плюс 5. Что в сундуке? I've broken a nail! Uh-oh. This is not And possible. whoops. Ну нет, я не хочу отступать. I'll go ahead. I've broken a nail. Did it without breaking it. Щит плюс 5. Ну, что здесь? Если забыто клеймо. Ладно. Так. Куда мы попали? The path is clear. The road awaits. Что, включаем фонарь. I am your shield. Here, as you order. Tread lightly. Give the order. We should prepare. А. Так, я не понял, куда мы попали, но мы у ворот. Let us be careful.
Давайте-ка отсюда выйдем. И немножко приведем себя в порядок. I shall not fail. Let us strike as one! Who will prevail? Does it You matter? think that? Так, и мы, похоже, не в том слое. Our duty calls. I'm listening. Everyone counts on me. The path is clear. Let us bide our time. Так. The road awaits. I'll go ahead. Don't hesitate. I've spotted something. Ладно. Как тогда все-таки выйти? Our duty calls. Может, Let's вот этот head. туман сработает? Да. Отлично. We should prepare. Я говорил, что я ненавижу эти блуждания по дому по времени. Well, sorry, was lost in thought. Да, отлично. Теперь давайте один слот. Теперь говорим с Андреем. Это с тобой. Так, давайте мы вас примем. И так, о, Коннора и Калики. С вами можно поговорить. Command me. What's taking so long? Так, кинетика. Давайте докачаю вас все-таки. Что мало ли. Дополнительная черта огонь. Нет. Давайте холодную адаптацию. Давайте шепот. Так. Но здесь, в общем-то, нет ничего боевого.
выбрать холодную адаптацию. Мне точно нужен зал. Легко отделаться лучше. И так. Огонь. Это про атаку. Я там еще не понимаю. Давайте возьмем заряд воздуха. Специализация на составных зарядах. Допустим, интеллект. Так, воздух. Нет, давайте воздушный адаптацию. Я много пассивов себе беру. Отбой всего. Давайте генетическое вливание. Звучит как что-то хорошее. Так, есть. Зачем я хочу, если я не собираюсь использовать? Так, водоворот не нужен. Нет, ускорение у меня уже есть, поэтому не надо. Кинетик еще раз. Ну и давайте допустим пламени. Вливание пламени. Попробуем. Сторону. Так. Так. Давайте всех попробуем прокачать. Кто у нас еще живой и что-то может. Потому что, возможно, у нас будут сложности. Рейнджер. Ничего интересного.
Традиция стальную волю. 3 гонга. Я все просто малус. Да, спылы и подавляющее присутствие. Он что-то делает нехорошее с окружающими. Я плохо разложил навыки, но не важно. Также вычесть. Любимая стихия электричество, очевидно. Так, что у тебя будет? Больше. Пусть будет полог сна. Не думаю, что нужно, но стихийный аудитор, трансформация. Давайте прожарливую яму. Остальное вроде все более или менее известно. Ну ладно, попробуем круг смерти, не знаю. Если у него какая-то польза. Так, камере. Визитор. Потому что варвар есть какой-то... Задержанный натиск, заклятый враг. И... Что тут? Самая броня. Восстановление. Божественная мощь. Такое. Здоровущего. Рубящий удар. Завершающий удар. Вот вслепую. Критическая точка, стальная воля. Критическое ошеломление. Интересная вещь. Так. Что можно взять? Ну, в принципе, так легко делается, я что-то не вижу. Дальше бездержанность. И что еще дают? Уничтожающий удар. Автоматически критующий. Я не помню, сколько тебе надо хватать ловкости, но со шмотками будет больше. О, как тебе надо качать. Стиль больше.
Критическое воскрешение. Критическое восстановление и лечи взрыв. Понял, это лечение. Эти землю попробуем. Скорость не нужна, кстати. Скорость. Так, что здесь есть? Это лечащий взрыв. Что тут опутывающего ливания? Давайте попробуем вот там опутывающего. Опаньки, приливная волна, аналогично цунами. Так, может, хочу. Так. Допустим, что же вычесть. Противящего. Ускоренно. Давайте еще разочек. Кого тут мы прокачали? Так, Барт 17. Хороший набор, кстати. Убеждение, правда, не нужно. Природа, допустим. Боевой прием. Нет, давайте залп. Я же надеюсь, ты умеешь стрелять из лука? Давайте вам экстазе. Ну, можно, конечно, тебя сделать миксом с паладином, но я пока не очень понимаю, как просто готовить. Так, быстро микс. Все зависит от сопротивления заклинания. Силовое разрушение. Жрец. Религия, очевидно. Зачем те убеждения? Так, уверенное владение оружия, да нет, уверенное владение оружия, тебе нужно до всего.
Просто чтобы тебя не парализовало. Еще один рейнджер. Подвижность. Первый мир. Стрельба вблизи плюс. Нельзя, понял. Стрельба плюс, ладно. Да, лучше. Ну, пусть будет лучше труп. С усиленным зверем. У тебя жрец. Какой мус? Давайте ускорим. Так, по вниманию. Что можно сюда взять? Молебн, устойчивость, рассеивание, кристалл яда. Разрушение чар. Да. Ты же жрец. Ты можешь лечить, извините. Вперед. Я не думал, что ты жрец. Так, на шестом лечение. Так, в остальном порядок. Так, здесь не надо ничего запоминать. У рейнджера. Еще, кстати, уязвимое место, дубовая кожа. Движений. И все. Теперь товарищ Тристиан. Такс. Еще одно лечение. Так, 200 надрезай. Два уничтожения. Два масса подключения. Все. Так, с кем я теперь пойду? Валерий.
Харим. Химик оттаю. Это океан. Ладно. Let us bide our time. Смотрим на книгу заклинаний. Что мы хотим туда добавить? Особо ничего. Будем считать, что мы все взяли, что нужно. Это дополнительно точиться не планирую. The path is clear. Это, наверное, мы берем. Тебя. Да. Давайте встанем лагерем. А, у нас есть столько рационов. Lightly. Ладно. Так, исцеление. Светособовое движение. Это хорошо, кстати. Я возьму парочку. Даем. Проводим 4 глефа плюс 3. Не сказать, что какие-то были очень нужны, но тоже. Да, использовать рационы. Начинаем отдых. Я же надеюсь, ты не использовал свой жезл. Не использовал, отлично. Ну и пойдемте теперь на рандеву с Нириссой. Each step brings us closer to the end. Как я понимаю, тут есть вариант завершением игры сейчас и с еще одной бонусной частью. Так, нам на второй этаж. Everyone counts on me. Да, фонарик в порядке. Так, зеркала не трогаем. Я решил, что они не нужны. Calls to command. Фух. Я, честно, не уверен, что хочу проходить еще порцию боев. Но
может быть, мы сейчас попробуем закончить. Посмотрим, как это все будет подано. Так, нам сюда, сюда. I'm listening. Жалко, кстати, что у нас пару смерти не снимается. Но... Ладно. Он, в общем-то, не имеет особых последствий. Если мы играли на более сложности, у нас бы его не было, в принципе, как статуса. Дверь же откроется. Да. The road awaits. Что я хочу? Хочу немножко пробафаться. I know what to do. Yes, I'm still here. I am your shield. Our duty calls. Так. You can count on me. I am prepared. Bide our time. Rotus awaits. Все, что есть. We should prepare. Ускорение. Уязвимое место. Рассвет стен. Ready and willing. Так, напрямую. Легендарные размеры. For anything. Каменная кожа. Don't hesitate. Oh, sorry. Was lost in thought. Движение. Идемте вперед. Ловчий. You. The mistress punished me for failing to deal with you. And look, her favorites, the Gnurly Witch and the Wriggling Man, have also failed. Если ты не будешь нападать на меня, я тебя не трону. Think not of me. Did I not tell you that the shadows behind your back is always her? And the sound of footsteps in the dark, always her. Turn around. My hound, you have run so long to finally meet your mistress. Называй меня как хочешь, Нирисса. Но твои вернейшие слуги повержены, твоей силы больше нет. Сдавайся. You are still in my kingdom, silly child. And the kingdom is alive while its ruler draws breath. That's true for both of us, isn't it? I won't step back. Not now, when you've come to me yourself to fill my cup. Not afraid. Так, вот про тебя ничего не знаю. Ладно. Я сейчас по пламени. Так, с разбега. А, вообще... Давайте походу режим, кстати. Кстати.
Давайте-ка Харим станет у тебя за спиной. И пока все. Так, Валерий. А можешь открыть с разбега? Да, одна атака. Я не могу открыть с разбега. Я могу просто подбежать и атаковать. Бомба? Так, она скастовала щит и вой банши. И призвала Виверну. А, у тебя... Ох-ох-ох. Так, у тебя включена способность. Она включена зря на самом деле. Но ладно. Давайте полярный луч. Мимо. Нок-нок. Not used to lighting enemies on fire first. Один промах. И Рубин снова... А, кстати, я оружие не улучшил. Ну ладно. A solid plan. Я хотел не то скастовать. Ладно. Так, Харимушка, бей. Repent. Валерий. Так, у тебя бомба. Ого. Что дает щит? Излечение и цунами. Так, неудалимые чары. Не подействовали, ладно. Что делает щит? Provoked. Волшебные стрелы не снимает. Так, ладно. Давайте сталкивающиеся глыбы. По Хариму попали. По кому надо, нет. Так, ну, на кнопку. Be easier if you not fight back. Не попадает. А, вот один раз попали. Отлично. Так, Робин. Участство пламени. Почти. Так, Карим, вставай. Карим не встает, так. Ну и бомба. Четыре раунда. Нет, я не могу сохраниться. Все вокруг старит средством клика 1000 голосов, беззвучного, но отдающегося трепетом в ушах. На ваших глазах на прощении возникает крошечная точка света, Кingmaker, и медленно падает вниз. Это чаша прощения. My kingdom, my own kingdom, turn to dust. Become the 1000th grain for the apology. Так. Я бы ее отпустил, но давайте посмотрим, что будет, если мы ее добьем.
let the... Лучше неспешно стряхивать себе цепи, как пылинки, и движется к вам. Каждое движение стоит странную силу. You've truly, truly upset me, King of the Sand Castle. So much that I find no joy in playing the masquerade anymore. Are you ready to look under the mask? Кто ты? I am a voice from another world that you've heard since you first set foot on the Stolen Lands. A harbinger of doom and change. I am dust and echo, a memory of the past. I am the one who revealed to you the truth about the fallen goddess, who gave you the light capable of dispersing the mist. I am the one who began this story, and I am the one who will end it. I am the eldest of the First World. I am the Lantern King. To drink without quenching thirst. To climb a mountain that has no peak. I staged the performance and you left it without a finale. You took away Nirissa, my precious toy, carefully crafted of despair and wrath. Be careful. Так. То есть это не конец. The ages-old drama had drawn to its finale, defeating Nirissa. Да, это не конец. How wrong I was. What mattered? The lead role, the king. Well, don't you see? The city and all. I wouldn't expect anything else. Так. Понятно. Загружаемся. Да. И попробуем другие варианты. Потому что так я хочу ее опустить. Например. А, нет. I'll go ahead. You think not of me. My hound. You have run so long to find Интересно, как он meat, ее обманывал? mistress. What hope do you speak of? Oh, if only... The path is clear. My kingdom, my own kingdom, turned to dust. Become the 1,000th grain for the apology. Is this mercy? Всем отпускаем. Что теперь? You've
pleased me, king of this. I I am the one who began this story, and I am the one who will end it. I am the eldest of the first world. I am the Lantern King. То есть он нас отправляет подальше и говорит, что финал представления близок. Он отправляется по своим делам. Bring it before us as an offering, so that an eldest may sip from it, the curse said. Having filled the cup, Nirissa appeared before the gods of the first world. That was when the Lantern King played another joke. He announced that the nymph, cursed for her attempt to become one of the eldest, would now get to be one. He commanded her to drink from the cup, and he was probably about to deliver some pompous speech, but at that moment, Sheikah broke the first crown. You remember, of course, that they are the eldest of time, right? They broke the crown in the past and the present, allowing the Elf King to return to his subjects and save his kingdom. A single grain of dust disappeared from the cup, and with the condition of forgiveness no longer fulfilled, Nirissa dropped dead, having barely touched the drop. The Lantern King's performance was ruined, and the other eldest all laughed at him. Serves him right. Now that the eldest and other spiteful beings wouldn't be bothering us, the king returned to his subjects and celebrated the victory and the end of the kingdom's miseries with great fanfare. Everything gradually returned to normal, including our exciting lives. Not always peaceful, but also not troubled by invasions from another world. And little by little, our heroes and the common folk began to forget the sorrows of the past. Under the wise leadership of the king, the Stolen Lands became a true country. There was still much to be done, of course, and some of it will need to be finished by our heroes' descendants. But there are no longer cut purses on every corner, and the peasants aren't afraid some new self-proclaimed chief will show up and strong-arm himself into power. The Stolen Lands are called the Land of Popular Rule, for in these lands, common people feel fully in control of their fates. Unfortunately, the total absence of authority allowed one of the richest regions in the kingdom to proclaim itself an independent republic, and retrieving those territories came at a rather high price for the king. Just half a year after the war with the First World, Galt moved its troops to the southern border of the kingdom. Their attack was rebuffed. The enemy state's infantry retreated when the army's wizards brought down rains of fire and magical arrows on the heads of the flabbergasted enemy soldiers. Since then, Galt hasn't risked crossing any borders again, fearing cruel retaliation for further insolence. The king's subjects praise his generosity, while citizens of neighboring lands groan from crippling taxes. Citizens of the Stolen Lands have it pretty good. Truth be told, the treasury isn't always capable of paying the royal bills, and the throne room's adornments are clearly decaying, but sometimes you have to buy the people's love. Literally. Говоря, я, по-моему, вел себя наоборот, ну ладно. No kingdom can function without its nobility, and the kingdom in the Stolen Lands is no exception. Landowners, ready to share the burden of ruling alongside the king, grew to be more and more influential over time. And the more pompous the court balls and receptions held by dukes and baronets became, the more eventful were the lives of the schemers and freeloaders who always live within the shadows of the powerful. The feud between Brevois North and South, which had been smoldering for ages, finally sparked the fires of civil war. Our troops lent aid to the forces of Restov, led by Sword Lord Jamandi Aldori. After several bloody battles, House Sertova was forced to recognize Restov's independence.
The victory came at a high price, but we have no more loyal ally than once more free Rostland. Casil Eldori, who lost an arm during the war, became a permanent ambassador of Rostland at our court. Вообще-то наш генерал, а не посол. Ну ладно. Led by careful, level-headed Dugoth, the Tiger Lord's tribe reunited and started to lick the wounds left by the erratic Armagh. Little by little, they once again became one of the strongest mercenary armies in the region. Dugoth always assured our king of his friendship, but the king always stayed on his toes, understanding that anything could happen when that old fox is around. Pitax almost returned to its former state, a joyful city filled with beers of dubious quality and deals of questionable legality. The old trade houses lost the crown, but they retrieved the property Iravetti had taken from them. Soon, Pitax became almost like a second capital in the kingdom, a thriving city through which rivers of money from across the region ran. Unfortunately, we get much less of this money than we would like. Governor Liachenza turned out to be helpless against widespread embezzlement. Self-administration turned the Academy of the Arts into a strange place. The court sycophants were quickly ousted. It turned out they weren't welcome when there wasn't someone like Iravetti constantly ordering odes to themselves. In their place came a motley, unpredictable crowd. Eccentrics, fashionable authors of popular prints and cheap novels, charlatans, scribblers with delusions of grandeur, as many as 3 feuding experimental theaters, and even a few truly unappreciated geniuses. The Academy is not only highly esteemed, there's no place like it, even in Absalom. Trolls and kobolds, 2 of the most savage native peoples living in the Gnarl Marches, were completely exterminated in the region. The forest paths became much safer, and the peasants' cattle have stopped going missing. After enduring so many storms and troubles, Varnhold eventually turned into a real city. Daring settlers decided to conquer the vast, wild expanses of Dunsword, and despite all odds, they succeeded. The modest colony that almost vanished at the hands of an ancient lich turned everything around to become a thriving city with lively river trading. Agay, the Spriggan leader, learned a valuable lesson after surviving his meeting with the king and even regaining his tribe's home. Don't try to occupy seemingly empty settlements anymore. Instead, the Spriggans settled across Dunsword's wild borderlands and proclaimed it as their domain. Keeping the peace in a situation like that seems like the stuff of dreams, as evidenced by the occasional lost patrols and stolen cattle. Mites led by the warrior Queen Bada'a keep causing trouble in the vicinity of the Old Sycamore. They scare the fishers, hold centipede races, and drag anything they find lying about back to their caves. Clothes left out to dry, dog kennels, even anvils. When the king visits them, they seem to calm down, for about a day, sometimes even 2. Oleg's trading post continues to thrive, attracting even more travelers. Much to its owner's displeasure, a small town is springing up around it. Despite Oleg's grumbling, he and his wife are well regarded by everyone, and Svetlana was even elected town chief. Вот за них я действительно рад. Keston Garas took a post as chief of the kingdom's guard. The former heir to a noble family never returned to Brevoy, severing all ties to his kin. However, a few years after the victory over the First World, a girl arrived from Brevoy and soon married Keston. They say Keston started smiling a lot more after that. Having participated in Lamashtu's ritual, Olika gave birth to a strong and healthy baby. Sadly, the child grew into an unruly and violent adolescent. Having maimed a peer at just 10 years of age, the boy escaped to the Gnarl Marches, fleeing the rage of a mob that tore his mother to pieces instead. No one knows what happened to the lad, but legends of Lamashtu's child, who sometimes kills lost travelers and sometimes leads them to safety, are passed on by word of mouth throughout the area. Слухи.
The Fae took a fancy to the kingdom, feeling totally at home here. They often play various pranks, but they never do any serious harm. Falcos and Teresia managed to restore the magic forest. Once freed of the anger of the Scythe Tree, people returned to the abandoned village, and it became a haven of friendship between the Fae and ordinary people, just like old times. The lizard folk of the Longtail tribe returned to live on the shores of Candlemere, but they couldn't return to their ancient way of life. Living alongside people, the lizard folk adopted their behaviors, habits, and even religion. More and more of the Longtail tribe pray not to the spirits of their ancestors, but to Erastil or Gorum. They even began to forget their original language. I hope someone writes down their songs and legends before they all sink into oblivion. The goblins who put so much effort into preserving the king's lands obviously felt that gave them the right to do whatever they wanted in the kingdom. Travelers are careful to move in groups when they can. Вот это зря. Who spot at least one particularly. A delegation of wizards from Absalom and other areas appeared in the kingdom one day, asking for permission to examine the lair of the Lich Nirrissa the Thoughtful. After completing their research, the wizards spent a long time thanking the king for freeing the world of that monster. In their opinion, he'd been capable of causing the end of the world, maybe even 2 worlds. Честно говоря, он был очень необычный, этот Лич. The Sweet Teeth departed on a journey, hoping to see as many wonders as possible of this world and others. They keep sending us news from every corner of the map. Their bright painted wagon, drawn by a bull mastodon, crisscrosses Galarian, somehow appearing in the center of one incredible story after another. В английской версии, кстати, они нам пишут новости. Тут просто у них. Evindra was glad to see the Lantern King's plans turn to dust. She spent some time helping restore the kingdom after the calamity, then returned home to the First World. They say the rebellious spirit of her cousin Nirissa awoke within her as well. Evindra is said to recount our story to the Fae. After the victory, the storyteller abandoned his affairs and began spending a lot of time alone in contemplation. He eventually... Amiri stayed close friends with Nylak, but she remained a pariah to all the other members of the Six Bears tribe. Despite all the wisdom of their new chief, the tribe never found its place among the unfamiliar plains and cities, and they soon broke apart. The 2 friends left the kingdom together, setting off to find their own adventures. Enough that it would take a separate book to tell them all. Я бы не сказал, что это значит Нилак такой мудровождь, если он например распалась. Но, кстати, Амели это канонический персонаж Pathfinder, то есть образец всех варваров. Она не часть этой истории. Она из глобального системы. Valerie stayed to serve the king, and to this day she continues to be a muse to many people. Not just bards and admirers, but to warriors as well. Honest and resilient, Valerie is not just famous for her feats in battle, but also for her patience and kindness, which she says the king helped her discover within herself. Я рад за нее. Harren became famous, respected by dwarves throughout our kingdom as well as our neighbors, even as far as the 5 Kings Mountains. He's often been asked to help out or teach others, and he's never denied anyone, despite his grumbling. Some people even listen to his preaching. Lucky for us, there's a lot less howling about the end of the world now, and more wise words of moderation and humility. Not all of his disciples turned to Grotus, but everyone took away something useful from his teachings. Octavia didn't stay still for very long. Soon, she and Reg went to Numeria and started a huge slave rebellion there. They didn't manage to destroy the Technic League, but to this day, slaves speak their names with admiration, and slavers with terror. Over the course of their journey, the 2 grew as close as ever, leaving their quarrels and resentments behind. After returning from Numeria, Octavia settled in her mother's house and became the king's advisor and loyal companion. Интересно, что если бы она была мужского пола, это воспринималось бы
если все по-другому. Rigangar left for Numeria with Octavia to start a slave rebellion. Over the journey, he really matured and learned to understand others, as well as how to control his anger. After he returned, he took a position in the king's court. Being both formidable and charming, he inspired fear in the hearts of some and lust in others. There are even some rumors that he almost talked Octavia into marrying him, and possibly even continuing the Della Fiorni line. Tristan stayed in the Stolen Lands. Endowed with a special blessing of Sarenrae, the priest became known as a great healer and went on to perform many more miracles. I'd say the Movonic Diva deserves the right to rejoin Sarenrae's divine army. I hope the goddess will think the same when Tristan's hour comes and his soul is up for a new judgment. Андрей ему судья. По-разному. Ира готова. After the war ended, Ekin hung up his bow on the wall and traded the path of the ranger in for the craft of the carpenter. It may not be the most heroic ending to a tragic story like his, but as Torag is my witness, Ekin's happy with it, as is Alina, who became his wife and is bearing his child. Any baby born into this family will be pretty lucky, since the king himself still visits his old friend and will likely become the child's patron. As for Knock Knock, apologies, I mean Hero Knock Knock, he continued his questionably heroic efforts in the Stolen Lands. Despite whatever mess he fell into, no matter the danger he leapt into, he always seemed to scrape through just a little better off than before. Like true heroes, he simply never gave up, struggling on and meeting the challenge of each new day with a spirit that no mishap or misfortune could ever quell. Kalika has become calmer and wiser, but her friends no longer hear her singing by the fire anymore. If she does write poems, she keeps them hidden away. She doesn't quarrel with her sister, but perhaps because she's grown weary of fighting, and not because they've truly made peace. Вот за кнопку я рад, остальные... Canera's precocious spirit seems to have evaporated. Интересно. Despite all the woes that befell the country, our king remains a strong leader. Many noble houses from neighboring lands wouldn't hesitate to be related to him, and they regularly send a variety of marriage proposals. As for myself, the author of this book, Lindsay, who never chose a pretty nickname, I'm still here, inside my creation within the Capitol Library. I live just like I always dreamed, surrounded by people and books, and not a day goes by without someone turning my pages. My story inspired many others to take up the quill. My readers have written many fierce books, articles, and pamphlets, flinging truth in the faces of tyrants. What more could I dream of? I hope, oh honored reader, that this story offered you some daring ideas, or at least some entertainment. In any case, it's time to set the final period. Я вот не уверен, честно говоря, Нирисса как финальный оппонент меня не вдохновила. Может быть, я попробую продолжить и подраться с пылающим королем. Посмотрим. Что сейчас будет? Сейчас будет? Нет, будет главное меню. Ладно, я думаю, что на сегодня достаточно. Всем спасибо за просмотр. А что будет дальше? Ну, вскоре узнаем. Пока-пока и доброй ночи.